Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня мы будем с вами вязать вот такой замечательный узор. И знаете, что символично? Сегодня первый день весны. Я вас поздравляю с этим первым днем. И узор у нас нежный, весенний, я бы сказала. Такой романтичный. Мастер-класс я делаю по просьбе Елены Тарасовой. Она прислала к нам на канал в Телеграм вот такую фотографию с просьбой помочь найти схему. С помощью наших отзывчивых подписчиков схема нашлась, но она очень плохого качества, практически непонятно ничего. Я пообещала Елене, если я разберусь, то я сделаю мастер-класс. Я нашла источник этой фотографии. Этим узором связан вот такой красивый жакет. Я нашла, вернее, два источника. Модель с описанием была в японском журнале, и такая же модель с описанием была в китайском журнале. Вот схема из японского журнала и схема из китайского журнала. Качество плохое и там, и там. Я нарисовала свою схему, и вязать мы будем по ней. В процессе вязания будут фрагменты из моей схемы. В конце видео я размещу все схемы и разбор. Сейчас вот я сделаю разбор схемы, я сделаю по схеме из журнала. Вот давайте, я вязала вот по этой схеме, я ее для себя разобрала. Скажу в общих чертах. Как и во всех азиатских схемах, условные обозначения на схеме показаны так, как они выглядят на лицевой стороне. И эти схемы очень удобны для вязания по кругу. Практически это схемы для кругового вязания. Все ряды читаем как лицевые при вязании по кругу. Читаем условные обозначения справа налево. И все ряды вяжем как лицевые. При поворотном вязании мы лицевые ряды читаем справа налево и вяжем петли так, как показано условное обозначение на схеме. Затем мы поворачиваем работу, и изнаночные ряды мы уже читаем слева направо, и условные обозначения в них читаем наоборот. В этой схеме пустая клеточка – это лицевая петля. На лицевой стороне она лицевая петля, на изнаночной стороне мы будем вязать ее изнаночной петлей. И наоборот, если будет в изнаночном ряду изнаночная петля, мы будем вязать ее лицевой петлей. Клеточки с наклонными петлями – это тоже лицевые петли. Эти наклоны просто вот для визуальности показаны, чтобы было видно, в какую сторону у нас идет наклон. Вот лично для меня, меня только это путает, мне кажется, лишнее нагромождение условных обозначений в схеме. Раппорт узора составляет 16 петель в ширину и 24 ряда в высоту. Если мы вяжем по кругу, то мы набираем нужное количество раппортов по 16 петель. При поворотном вязании мы к 16 петлям раппорта добавляем еще 7 петель для симметрии узора. Вот мы после основного волнистого узора вяжем еще 7 петель вот такой рельефной дорожки. И если вы вяжете поворотным вязанием, мы сейчас будем образец вязать поворотным вязанием, то вы набираете нужное количество раппортов по 16 петель и один раз набираете петли для симметрии узора. Пожалуй, все, что я вам хотела сказать. Мы с вами свяжем один раппорт в ширину и один раппорт в высоту. Набираем на спице 25 петель вместе с кромочными. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. После кромочной провязываем одну изнаночную. Далее нам нужно провязать лицевую скрещенную петлю. При наборе петель у нас петли расположены на спице так, как они лежат при классическом способе вязания. Простую лицевую мы вяжем вот так при классическом способе. А лицевую скрещенную мы подхватываем петлю за заднюю стенку и провязываем ее лицевой. Петля у нас развернулась. В дальнейшем я вяжу бабушкиными петлями и буду вязать петли немножко по-другому. Если вы вяжете по кругу, то лицевая скрещенная тоже будет вязаться вот так. Итак, мы провязали изнаночную, лицевую скрещенную.
Далее снова изнаночная петля, лицевая скрещенная, подхватываем петлю за заднюю стенку, изнаночная, лицевая скрещенная, вот так вот 3 пары петель мы провязали, и еще раз изнаночная петля. Вот 7 петель — это петли рельефной дорожки. Далее вяжем волнистый узор. Делаем накид, 2 лицевых. На схеме у нас закрашенная клеточка. Мы не обращаем на нее внимания, пропускаем ее. Это обозначает, что нет петли в узоре. Пропускаем эту клеточку и провязываем 3 петли вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Далее 4 лицевых. Это мы провязали петли волнистого узора. И заканчиваем петлями для симметрии. Вяжем снова рельефную дорожку. Изнаночная лицевая скрещенная 1 раз, изнаночная лицевая скрещенная 2 раз, изнаночная лицевая скрещенная 3 раз и изнаночная петля. Вяжем 2-й изнаночный ряд. Петли рельефной дорожки мы будем провязывать по рисунку. Только лицевые петли мы будем вязать лицевыми, а изнаночные петли мы будем вязать изнаночными скрещенными. Я изнаночную петлю вяжу вот так, а изнаночную скрещенную тоже петлю подхватываем сзади и провязываем ее изнаночной петлей. Она у нас на лицевой стороне провязалась лицевой скрещенной петлей. И повторяем. Простая лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая петля. Провязали петли дорожки. Далее 7 изнаночных. Делаем накид и 1 изнаночная. Петли узора провязали волнистого. И повторяем петли ажурной дорожки. Лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная и лицевая петля. У рельефной дорожки со скрещенными петлями раппорт повторяется каждые 2 ряда. По сути, мы вяжем резинку 1 на 1. В лицевом ряду у нас чередуются изнаночные и лицевые скрещенные петли. В изнаночном ряду у нас чередуются лицевые и изнаночные скрещенные петли. И через каждые 2 ряда мы повторяем этот узор. Вяжем 3-й лицевой ряд. Изнаночная, лицевая, скрещенная. Теперь вот я лицевую скрещенную петлю, простую лицевую я вяжу вот таким бабушкиным способом, а лицевую скрещенную я подхватываю петлю за заднюю стенку и вот так вот ее разворачиваю. Изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная петля. Далее 2 лицевых, делаем накид. Не забыли, пропускаем желтую клеточку. 3 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. 4 лицевых и петли рельефной дорожки. Изнаночная лицевая скрещенная 1 раз, изнаночная лицевая скрещенная 2 раз, изнаночная лицевая скрещенная 3 раз и изнаночная петля. 4-й изнаночный ряд. Петли дорожки провязываем лицевая, изнаночная, скрещенная, чередуем 3 раза. Лицевая, изнаночная, скрещенная. И еще раз 1 лицевая петля. Далее 5 изнаночных. Делаем накид, 3 изнаночных. Петли рельефной дорожки. Я уже не буду 2 раз вам их все проговаривать. Мы чередуем
лицевые и изнаночные скрещенные петли. Пятый лицевой ряд. Вяжем петли рельефной дорожки, чередуем изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная петля. Далее делаем накид, 6 лицевых, и 3 петли провязываем вместе лицевой с наклоном в левую сторону. И петли рельефной дорожки чередуем изнаночную и лицевую скрещенную. Шестой изнаночный ряд. Лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая. Петли рельефной дорожки провязали. Далее будет 7 изнаночных. Делаем накид и 1 изнаночная. И снова вяжем петли рельефной дорожки, чередуем изнаночные, скрещенные и лицевые петли. Седьмой лицевой ряд. Изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная петля. Провязали петли рельефной дорожки. Далее 2 лицевых, делаем накид, 4 лицевых. Теперь 3 петли нам нужно провязать вместе лицевой с наклоном в правую сторону. У меня вот они лежат неудобно, мне нужно их развернуть и провязать 3 вместе лицевой с наклоном вправо. И далее 7 петель рельефной дорожки. Я уже не буду вам ее попетельно перечислять. Мы чередуем изнаночные и лицевые скрещенные петли. 8 изнаночный ряд. Петли рельефной дорожки. Чередуем лицевые и изнаночные скрещенные. 7 петель провязали. Далее 5 изнаночных. Делаем накид, 3 изнаночных. Как видите, узор совершенно несложный. И петли рельефной дорожки. Чередуем лицевые и изнаночные скрещенные. Девятый лицевой ряд. Петли рельефной дорожки. Чередуем изнаночные и лицевые скрещенные. 7 петель. Далее накид. 4 лицевых, 3 петли провязываем вместе лицевой с наклоном в левую сторону, 2 лицевых, и снова петли рельефной дорожки, 7 петель, чередуем изнаночная, лицевая, скрещенная. Десятый изнаночный ряд. Чередуем 7 петель рельефной дорожки, лицевая, изнаночная, скрещенная. Далее 7 изнаночных. Делаем накид и 1 изнаночная. И снова 7 петель рельефной дорожки чередуем
изнаночные скрещенные и лицевые. Одиннадцатый лицевой ряд, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная и 1 изнаночная. Далее 2 лицевых, накид, 4 лицевых, 3 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. И 7 петель рельефной дорожки. Лицевая, скрещенная, изнаночная чередуются. Двенадцатый изнаночный ряд, 7 петель рельефной дорожки, лицевая, изнаночная, скрещенная. Чередуем. Далее 5 изнаночных. Делаем накид, 3 изнаночных и 7 петель рельефной дорожки. Вяжем резинку 1 на 1 из лицевых и изнаночных скрещенных петель. Мы провязали с вами половину раппорта в высоту. Посмотрите, как интересно получается. Петли у нас идут с наклоном в левую сторону, а сам узор идет с наклоном в правую сторону. Сейчас во второй половине у нас будет наоборот. Петли будут идти в правую сторону, а наклон узора будет идти в левую сторону. И узор будет выравниваться. 13 лицевой ряд. Петли рельефной дорожки, чередуем изнаночные, лицевые и лицевые скрещенные. 7 петель. Далее 4 лицевых, 3 петли провязываем вместе лицевой с наклоном в левую сторону. 2 лицевых и делаем накид. И 7 петель рельефной дорожки, чередуем изнаночные и лицевые скрещенные. Четырнадцатый изнаночный ряд, петли рельефной дорожки, чередуем лицевые и изнаночные скрещенные. 7 петель. Далее 1 изнаночная, делаем накид, 7 изнаночных. Провязали волнистый узор и петли рельефной дорожки. Изнаночная, лицевая, скрещенная. Провязываем так 7 петель. Пятнадцатый лицевой ряд. Петли рельефной дорожки, изнаночная, лицевая, скрещенная. 7 петель провязали, 4 лицевых, 3 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, 2 лицевых и 7 петель рельефной дорожки, изнаночная, лицевая, скрещенная. Чередуем до конца ряда. Шестнадцатый изнаночный ряд, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая. 3 изнаночных. Делаем накид, 5 изнаночных. И
снова 7 петель чередуем изнаночная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная и так далее. Семнадцатый лицевой ряд. 7 петель рельефной дорожки, чередуем изнаночные, лицевые, скрещенные петли. Далее 3 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Шесть лицевых. И делаем накид. Далее 7 петель рельефной дорожки, чередуем изнаночные и лицевые скрещенные. Восемнадцатый изнаночный ряд. Петли рельефной дорожки, лицевая, изнаночная, скрещенная. Провязываем так 7 петель. Далее изнаночная, накид, 7 изнаночных. И петли рельефной дорожки. Лицевая, изнаночная, скрещенная. Чередуем до конца ряда. Девятнадцатый лицевой ряд. 7 петель рельефной дорожки, изнаночная, лицевая, скрещенная. Далее 3 петли провязываем вместе лицевой с наклоном в левую сторону. 4 лицевых. Делаем накид, 2 лицевых и 7 петель рельефной дорожки. Двадцатый изнаночный ряд. 7 петель рельефной дорожки, чередуем лицевые, изнаночные, скрещенные. Три изнаночных. Делаем накид, 5 изнаночных. И снова чередуем лицевую, изнаночную, скрещенную до конца ряда. Двадцать первый лицевой ряд. Изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная петля. Провязали 7 петель, 2 лицевых, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевых и накид. Далее изнаночная, лицевая, скрещенная, вяжем, чередуя петли так до конца ряда. Двадцать второй изнаночный ряд. Провязываем 7 петель рельефной дорожки, чередуя лицевые и изнаночные, скрещенные. Дальше 1 изнаночная, делаем накид, 7 изнаночных. И снова чередуем лицевую, изнаночную, скрещенную до конца ряда. Двадцать третий лицевой ряд. Изнаночная, лицевая, скрещенная. Провязываем так 7 петель.
Дальше 3 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону, 4 лицевых, делаем накид, 2 лицевых и 7 петель рельефной дорожки, изнаночная, лицевая, скрещенная. Двадцать четвертый изнаночный ряд, 7 петель рельефной дорожки, лицевая, изнаночная, скрещенная. Провязали. Далее 3 изнаночных, делаем накид, 5 изнаночных и снова чередуем 7 петель, лицевая, изнаночная, скрещенная до конца ряда. Это был последний ряд раппорта. Посмотрите, какой красивый получается узор. Провязали один раппорт в длину, один раппорт в ширину. Потрясающе смотрится, как из тонких ниток. Здесь акрил, 50 грамм 200 метров, спицы 2,5. И здесь у меня полушерсть, 50 грамм 135 метров, спицы номер 3. Давайте скажем спасибо Елене Тарасовой за идею мастер-класса. Ставьте лайки, если вам понравился узор, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!